Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – презентация в переговорах. Переходя в переговорах к этапу под названием «презентация», предполагается, что наш партнер уже находится на стадии явных потребностей. Он уже в своей жизни хочет что-то изменить, готов к переменам. У него уже есть критерии для принятия решения, а главное, у него сформировалось осознание ценности изменений. Теперь настало время озвучивать наше предложение. В чем заключается проблема проведения клиентоориентированной презентации? Проблема заключается в том, что часто переговорщик, досконально знающий свой продукт, плохо говорит на языке клиента. Чем лучше продавец знает свой продукт, тем труднее ему переводить свои знания в формат, понятный для клиента. Что в итоге получается? Переговорщик говорит на профессиональном языке, не учитывая то, насколько этим языком владеет клиент. Поэтому, если мы в какой-то области являемся экспертами, то важно на какое-то время от своих профессиональных знаний отрешиться и подумать, а насколько наш язык для клиента понятен. На чем лучше всего в презентации расставлять акценты. Презентацию желательно готовить, фокусируясь на решении проблем клиента, а не растекаясь с мыслью по древу, озвучивая некие свойства и качества продукта. Как правильно смотреть на презентацию? Как на переговоры с двух сторон. На одной стороне мы, с другой стороны клиент. Что есть у нас? У нас есть продукты и услуги. Что есть у клиента? У клиента есть потребности и деньги. Что есть у товаров? У товаров есть какие-то свойства и качества. В чем заключается ошибка многих переговорщиков? Часто в презентации переговорщики зацикливаются исключительно на свойствах и качествах своего продукта. В чем заключается ошибка? Такой переговорщик наивно полагает, что детальное описание свойств и качеств своего продукта побудит клиента совершить покупку. Но как действовать правильно? В презентации существует следующее правило. Свойства и качества товара не упоминаются, если из них не следует выход на способы решения проблем клиента. Другими словами, желательно избегать описания тех аспектов нашего предложения, которые для решения проблем клиента не актуальны. У любого клиента существуют свои запросы, проблемы и потребность в их решении. Поэтому, если переговорщик не чувствует ценность решения, сделки, скорее всего, не будет. Но также существует такое понятие, как оптимальность цены. Что это значит? Другими словами, ни у кого нет желания покупать супер-мупер, гипер-трипер нагруженную вещь. Что происходит, если в цену включены 3/4 свойств, которые клиенту нафиг не нужны? В этом случае клиент автоматически начинает воспринимать цену как неизбежное зло. С точки зрения клиента очевидно, что цена завышена, потому что его заставляют платить за функции, которыми он пользоваться не будет. Что показывает данный пример? Не всегда суперпредложение является целесообразным. Часто переговорщик начинает расписывать клиенту все характеристики своего продукта, но по факту получается, что проблему клиента решает только половина из них, а остальное – это всего лишь сопутствующие плюшки. Как клиент начинает воспринимать цену? Как завышенную. Что он в данном случае начнет делать? Он будет либо искать на рынке предложения попроще, либо начнет выкаблучиваться. Какой из этого всего мы можем сделать вывод? В презентации при правильном подходе необходимо озвучивать только те свойства и качества продукта, которые мы планируем показать как необходимые для решения конкретной проблемы. Как клиентоориентированная презентация строится? При озвучивании качеств и свойств продукта мы расставляем акценты на преимуществах, а именно на отстройке нашего предложения от аналогичных. Как это делается? Например, мы говорим клиенту: наше предложение имеет такие-то, такие-то свойства, что отличает его от аналогов. Таким образом, вы сможете оптимизировать процессы и сократить издержки. То есть мы не просто описываем качества и свойства, а выходим на преимущества и потом на выгоды. Получается такая цепочка: свойства, качество, преимущества, отстройка от конкурентов и выгоды в решении проблемы. Существует такое правило, что совокупность элементов системы больше, чем сумма этих элементов. В чем заключается идея? Если у человека неправильно подобран галстук к костюму, то общая ценность внешнего вида снижается. И наоборот, хорошо одетый человек выглядит намного дороже, чем сумма ценников его одежды. О чем говорит то, когда клиент считает, что без каких-то компонентов нашего предложения можно обойтись. Это говорит о том, что мы ему плохо объяснили выгоды. Он плохо понимает, как его проблема будет решаться, и начинает вычеркивать лишнее. Что еще важно помнить? Нельзя ценность своего решения обесценивать. О чем идет речь? Например, мы у клиента активно развивали недовольство текущей ситуацией, описывали всю серьезность проблемы,
увеличивали ценность своего решения, и вдруг все это достигается легким щелчком. В чем заключается проблема? Клиент оказывается в ситуации когнитивного диссонанса, когда вроде бы предложение симпатично, но платить не хочется. Поэтому любому переговорщику важно владеть искусством надувания щек, то есть уметь ценность своего предложения повышать. Идеальный пример студии Артемия Лебедева по принципу «долго, дорого, охуенно». Дело в том, что легкие решения – это всегда дискредитация ценности. Поэтому если решение легкое, готовое, то вроде бы и платить не за что. Если же мы серьезно над чем-то думаем, решение вырабатываем, мы тем самым серьезность нашего предложения подтверждаем, одновременно с этим не снижая его ценность. Но часто продавцы пытаются облегчить себе задачу низкой ценой. Что с этим делать? Вначале необходимо навести порядок не в головах клиентов, а в головах самих продавцов. Дело в том, что цена абстрактной величиной не является. Цена всегда сравнивается с чем-то. Цена всегда эквивалентна ценности априори. В каком случае сделка происходит? В том случае, когда ценности и выгоды, на взгляд клиента, выглядят достаточно привлекательными по сравнению со стоимостью и рисками внедрения. Что значит риски внедрения? Это насколько человек понимает то, с чем он столкнется после приобретения, насколько у него адекватная картина мира и насколько он уверен в нас, как в поставщике. Собственно, этим и отличается продажа от впендюринга. Что предполагает продажа? Продажа подразумевает, что наш взгляд и взгляд нашего клиента одинаковы, а именно он и мы понимаем, что после сделки произойдет. Если же на первом этапе переговорщик пустил в глаза пыль, создал иллюзию, и при этом клиент ему еще поверил, то последствия обиженного клиента будут необратимы. В каком случае клиент выводит цену как единственный и главный критерий? В том случае, когда у него других критериев нет. Человек искренне не понимает, в чем разница между предложениями, и начинает сравнивать предложения по понятным для него параметрам. Какой существует способ для решения задачи продать неочевидную ценность? Дело в том, что принято разделять продукты на уникальные и заменяемые. Что значит уникальный продукт? Уникальный продукт заведомо обладает ценностью, соответственно, заменяемый ценностью не обладает. Давайте рассмотрим ситуацию с уникальным продуктом. К чему в этом случае сводится задача переговорщика? Успех продажи зависит от того, насколько переговорщик грамотно продаст клиенту ценность. Если мы рассмотрим заменяемый продукт, то чем обладает заменяемый продукт? Заменяемый продукт обладает явными и неявными заменителями. Что значит явные заменители? Например, у нас стоит задача построить крышу. Помимо шифера у нас существует огромное богатство выбора, а именно из какого материала мы будем эту крышу строить. Причем заменяемые они как по технологиям, так и внутри технологий. В чем заключается проблема? Дело в том, что заменяемый продукт не обладает уникальностью, соответственно, не обладает ценностью. В чем заключается задача? Задача заключается в том, что переговорщик должен у клиента ценность сформировать. Что значит сформировать ценность? Чтобы для клиента ценность появилась именно того решения, которое транслирует продавец. Но что нужно для того, чтобы ценность создать? Чтобы создать ценность, необходимо понимать картину мира человека. Что человек хочет решить? Какими знаниями он обладает? Какие альтернативные предложения он рассматривает? Насколько хорошо он в этой ситуации ориентируется? Какие у него есть проблемы? Как он намерен и как он предполагает эти проблемы решать? Тут нам на помощь приходит технология переговоров по методу СПИН и правильная проработка этапа ориентации. Потому что чем лучше мы ориентируемся в ситуации клиента, тем больше вероятность, что мы создадим ему ценность нашего решения, то есть переведем его от скрытых потребностей к потребностям явным. В чем заключается ошибка многих переговорщиков? Часто продавцы, которые продают товары заменяемые, продают их как уникальные. Что они делают? Они в презентации озвучивают клиенту то, что, по их мнению, является ценностью. Что они клиенту озвучивают? Свойства, характеристики и качество продукта. Проблема многих переговорщиков заключается в том, что вместо создания ценности они наивно полагают, что, озвучивая свойства и качество продукта, они тем самым создают клиенту ценность. В этом заключается отличие продажи уникального продукта от заменяемого. Задачи этих подходов принципиально разные. Это разные парадигмы продаж. Поэтому в продаже уникального продукта мы ценность презентуем, а в продаже заменяемого продукта мы ценность создаем. Какой тут можно сделать вывод? Предложение с более высокой стоимостью может быть интереснее предложения с менее высокой стоимостью. В
том случае, когда оно обладает для клиента дополнительной ценностью и приносит клиенту вторичные выгоды, в том числе и сопутствующий опыт. На что еще важно свое внимание обращать? Также принято выделять виды продаж. Что значит виды продаж? Продажи делятся на консультационные и транзакционные. Что такое транзакционные продажи? Это когда мы работаем с клиентами, которые четко знают, что они хотят. Иными словами, клиент знает ситуацию, точно осознает, что он хочет получить. То есть клиент квалифицирован. В транзакционных продажах речь не идет о создании ценности и переводе скрытых потребностей в потребности явные. В транзакционных продажах ценность создается через легкость приобретения и уменьшение стоимости. Но более многочисленная группа клиентов, которые не знают, чего они хотят. Что значит не знают? У них потребности выявлены неявно. Они плохо себе представляют реальные возможности для решения своих задач. В этом случае создание ценности происходит через консультирование, через вырабатывание способа для решения проблемы клиента. Здесь работа переговорщика происходит уже с картиной мира человека. Также и личность продавца является немаловажным компонентом для создания для клиента ценности. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу обратить внимание на вопрос, а достаточно ли вы к себе критичны? Дело в том, что путь профессионализма – это постоянный поиск того, что идет не так, иначе ничего улучшить не получится. Но акцентируясь на негативе, крайне важно оставаться оптимистичным. Поэтому желаю всем здорового перфекционизма, позитивного мышления и не бойтесь себе художника. Ищите искусство во всем, что вы делаете. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!